Друзья, всем привет! С вами IG Daily. Всех рады видеть на нашем канале. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Мы здесь рассказываем о жизни в Германии и, в принципе, всей Европе. Всем привет! Тема сегодняшнего нашего видео – это бережливость немцев. Все наверняка знают этот стереотип, что немцы достаточно скрупулезно, очень четко ведут свой бюджет и что они очень экономны. Так вот, сегодня мы хотим разобрать 15 самых основных, на наш взгляд, способов экономии немцев. Скажем, пользовались мы ими или нет, и сколько на это можно сэкономить. Начнем? Давай. А вообще, давай начнем с того, ты считаешь себя экономным человеком или нет? В принципе, да. Я считаю себя экономным человеком, да. Мы в целом, наверное, Германия, может быть, тоже изменила нас, да? Не могу сказать, экономия не в том для нас, чтобы вот не купить себе там чашку кофе, когда ты идешь, гуляешь где-нибудь по городу, да. Экономия здесь, в Германии, немножко в другом. Это как образ жизни, наверное, даже так. И во многом она даже сама подстегивает тебя на все вот эти вот способы экономии, как, например, сдача бутылок или еще что-нибудь. Ну ладно, подробнее об этом сейчас поговорим. Итак, первый наш способ. БУ – это новое-новое. То есть зачем покупать новое, если можно купить почти новое? Немцы очень любят такие сайты, как eBay Kleinanzeigen, или они обожают блошиные рынки. Есть специальные группы WhatsApp, где можно купить подержанные вещи или продать свои вещи. Это пользуется очень большой популярностью среди немцев, и так можно сэкономить, в принципе, границы нет. Пользовался? Что ты считаешь по этому поводу? Постоянно пользуюсь. Продаю постоянно на eBay. И когда даже приехали мы в Германию, когда еще eBay Kleinanzeigen не так распространен был, на нем были только немцы, и люди там выкладывали все за бесценок абсолютно. Я покупал постоянно автомобильные диски, ну там с резиной, без резины. Ну, немцам они были не нужны, потому что не было раньше такого. Я их брал, мыл и на eBay продавал, да. Ну и не в больших каких-то супер объемах, но вот так делал. И да, все вещи, которые там, например, нам не нужны, мы стараемся продавать, или там детские игрушки, которые там нам не нужны, также колеса автомобильные, которые тоже нам не нужны, или со старых машин остались. Все продаем, все дальше должно работать, чтобы не покупать постоянно все новое. Не потому что, как говоришь, нет денег, а просто потому что так можно. Ну и к тому же это очень экологично. Да. И еще хочу добавить, когда мы только приехали, буквально через несколько лет, я настолько увлеклась всем вот этим eBay Kleinanzeigen, перепродажей вещей, мне хотелось избавляться от лишнего. И помнишь мой случай с журналами? Да. Я просто буквально ходила по квартире, смотрела, так, что мне еще не надо, что я могу продать. Факт не в том, что я хотела именно продать, а не отдать. Есть такая особенность у людей, наверное, что им проще или они ценят то, что они покупают, чем то, что им дают бесплатно. Вот это парадокс, но это факт. Конечно, мы часто даем вещи бесплатно. Мы выставляем буквально перед подъездом какие-нибудь коробки с ненужными вещами, их тоже быстро забирают. Но некоторые вещи можно перепродать, люди с радостью это покупают. У меня был такой случай, у меня была такая коллекция журналов Vogue. Раньше я их часто покупала, сейчас, конечно же, это уже не так популярно. И я выставила их на продажу, точно так же на сайте. И действительно пришла девушка, она забрала у меня стопку журналов, там буквально 10 штук, может быть, их было. Вот кажется, кому нужны старые журналы? Она была беременна, она собиралась в роддом, говорит, да мне все равно на каком они языке, я просто буду в роддоме пролистывать, чтобы мне не скучно было. Вот, так что пользуйтесь, и немцы активно пользуются тоже этим. Так, следующий пункт у нас. Больше слоев, меньше счет за отопление. Есть еще такая фраза, когда в квартире становится холодно, немец надевает свитер. Если ему это не помогло, он надевает теплые носки. Если ему все еще холодно, он заваривает себе горячий чай. И даже если после этого ему все еще холодно, только тогда он включает отопление. Что ты думаешь по поводу немецкой экономии на отопление? Некоторые, конечно, перебарщивают, у них реально в квартире 19 градусов, но в целом эта тема работает, и человек намного лучше спит, когда у него комфортная температура 21 градус. Я когда последний раз был в 2016 году дома в Крыму, то там
конечно, совсем по-другому относятся к обогреву квартир. Там просто работают на полную катушку. Я уже вот даже спустя 2 года не мог находиться, когда у меня в квартире 27 градусов, не мог дышать, сильно сухой воздух. Приходилось открывать окна. Но это неправильно, когда батарея там, в принципе, не регулируется, и вы вынуждены открывать зимой окна, и то, что вы обогрели, это вылетает в трубу. В Германии, конечно, такого нету. Здесь люди не получают газ или там нефть по скидкам, и либо бесплатно, либо еще по каким-то дружественным приколам. Поэтому здесь, конечно, они очень сильно стараются экономить в этом плане. Ну, как я уже сказал, это минимум они требуют энергии, дома очень хорошо утепленные. Например, в этой даже квартире, в которой мы сейчас живем, здесь 2 стены утеплены. Да, то есть, и вот мы сейчас получили новые окна, и, в принципе, не холодно. В прошлой квартире, если полностью мы выключали отопление вообще везде, зимой, то есть на улице, например, да что говорить в квартире, на лестничной площадке я мерил, сколько было? 19. 19 градусов было в лестничной площадке, там ни одной батареи нету, просто там дом был по последним стандартам сделанный, как полностью заизолированный, он работал как термос. И то есть, да, и ночью, да, правда, я сплю в носках, например, в пижаме, и зато я хорошо сплю и свежим воздухом дышу, и я при этом очень хорошо высыпаюсь. К тому же это экономия ресурсов, они не тратят чрезмерно лишнее, они действительно могут просто одеться теплее, им комфортно в этом. Да. Как думаешь, сколько можно сэкономить? Они прилично смогут сэкономить на этом в год. Несколько сотен евро, даже 1000 евро вполне можно сэкономить, если уменьшить градус в квартире. Да. Так, следующий пункт. Велосипед, новый Porsche. Немцы обожают машины, но еще больше они любят свои кошельки. И любой немец с радостью, при возможности, пересядет на велосипед. Во-первых, это экономия бензина, это экономия топлива, это экономия на парковке. Одни преимущества. К тому же это занятие спортом. Что ты думаешь по этому поводу? Пересаживаться на велосипед или все-таки машину? Ну, тут вопрос у немцев не стоит в том, что они что-то одно оставят и на другое пересаживаются. Нет. Они, конечно, к сожалению, падают очень часто из крайности в крайность. У них обязательно будет стоять под домом машина, на которой они будут ездить раз в 3 месяца. При этом будут они платить страховку на нее, налог на нее, будут на нее делать ТО, будут на ней делать техосмотр, все это будут резину менять, но машина будет стоять, и они, если не работают в городе, будут ездить на велосипеде. То есть экономия спорная, да? Они все равно платят за машину, они да? все равно платят за машину, потому что когда-то там они надо, чтобы им закупиться, машина нужна. И очень много пенсионеров, которые нереальные суммы отдают за обслуживание автомобиля, и они ездят в год там 1000 километров. Конечно же, я часто вижу, мне прям настолько жалко этих людей, когда одна мама, например, тащит ребенка какого-нибудь, один у нее здесь сидит на раме ребенок, второй сидит в прицепчике для велосипеда, и она крутит педали, особенно если... третий едет, допустим, малышу где-то 4, ну не малышу, это ребенок уже детсадовского возраста, ему года 4, он едет на маленьком велосипеде сбоку, и она его еще поддерживает, чтобы он не упал на всякий случай. И она едет в 7:30 утра в дождь, вот это с 3 детьми. Да. На это смотреть, конечно, больно. И держит, да, за поводок другого, который либо на велобеге, либо на велосипеде еще ездит. То есть она катит 3 детей, потому что, ну, отец, наверное, на работе там еще. Да, но знаешь, это ее выбор. Я уверена, что это не вынужденная мера, что у нее наверняка даже машина, может быть, есть, но ей до садика или до работы ехать 10 минут на велосипеде, и она не видит смысла в этом. Они выросли так, они привыкли ездить на велосипеде, да. Это просто у них в крови уже. То есть это ее выбор, она хочет так добираться до садика. Ну, если работать в городе, никуда больше не надо выезжать, в маленьком городе. В маленьком городе, то можно либо ограничиться одной машиной, это супер бережет бюджет. Если в нашем случае одна машина обходится в районе 2500 евро в год. Это без бензина? Это с бензином.
Бензин. Да. Она примерно так обходится в год машина. Это не считая, если она лично ваша. Если вы еще дополнительно платите за нее там лизинг или кредит или еще что-то, еще дороже. То есть машина ест бюджет очень сильно. И велосипед, на самом деле, особенно летом, это очень крутая тема, потому что ты пришел, у нас недорогие велосипеды, и, конечно же, я очень не люблю какие-то вещи взять, там просто пойти купить, неважно, это машина, велосипед, мотоцикл, еще что-нибудь. Я обычно куплю с какими-то проблемами, сделаю и буду ездить. Вот я взял на улице просто велосипед, который просто был заброшен, я его сделал, он, в принципе, классный. И все, и мы с дочкой ездим, потому что я все велосипеды, которые у нас были в Брауншвайге, я их все отдал. И здесь по новой начали, Собирать. да, собирать, С нуля. с нуля все сделали. И ездим в город часто, ездим здесь на озеро часто. Это нисколько не стоит. В принципе, обслуживание велосипеда стоит, я не знаю, даже если даже вы не умеете ничего делать, это будет стоить максимум 50-100 евро в год, чтобы там вам цепь смазали, подогнали колодки там, или еще что-нибудь. А если вы купите новый велосипед, то обслуживание он будет не нуждаться в ближайшие 2-3 года, потому что все равно пробеги не такие. Но это очень классно, особенно если погода подходит летом, это супер экономит средства и деньги. И я же говорю, если на нашем примере с одной машины примерно 2-2,5, а если у вас еще какой-нибудь премиум автомобиль, то еще больше. Если у вас 2 машины. А если 2 машины, как у нас, то тогда, конечно, Но я не очень готова дорого. пересаживаться на велосипед. Ну, я Я тоже не могу, понимаю да, на работу. все его плюсы, но вот Да. это не мое Да, просто. 4-й пункт. Отключать электроприборы, которые едят много электричества. Немцы знают, что даже в режиме ожидания техника потребляет электричество, и они стараются выключать все из розеток. И на этом, кстати, можно сэкономить до 150 евро в год. Пользуемся? Не пользуемся. Не пользуемся, потому что это, на самом деле, хлопотно и экономия сомнительная. А ты знаешь, что есть умные розетки такие, которые будут автоматически отключать тогда приборы? Да. Может А быть, что нам отключать? Холодильник? Может быть, займемся этим телевизором от сети. Ну, И опять они же, даже Wi-Fi могут отключать. Ну да. Ну, у нас, например, Starlink, он ночью, с часу ночи до 4 или до 5 он отключается. И он, кстати, довольно много мотает. Он, по-моему, там 50-ваттный. Ну, по-разному, в разных режимах. Если у него есть режим обогрева, тогда он, да, там может и до 55 ватт доходить. В принципе, он конкретно ест энергию еще к тому, что вы платите за него за интернет, например. Так же самый роутер, но там уже поменьше расходы, там 15 ватт и так далее. Но нет, мы этим не пользуемся, потому что это будет уже чересчур. Для нас, по крайней Для мере. нас, да. Следующий пункт. Экономная техника, экономные счета. Можно заметить в магазинах электротехники, как немцы всегда будут выбирать электротехнику с классом А+++++. Чем больше плюсов, тем экономнее. И они знают, что, например, посудомоечная машина будет экономить в 3 раза больше вам воды, чем если вы будете мыть эту же посуду руками, к тому же. Вот, поэтому, допустим, старая стиральная машинка, если какая-нибудь ретро она, если заменить ее на новую, она уже будет намного экономнее. Новый холодильник может экономить до 100 евро в год вам, просто за счет того, что он менее затратный в плане энергоресурсов. Да, это я полностью с этим согласен. И поскольку мы, к сожалению или к счастью, часто переезжаем, у нас почти вся техника всегда новая. Стараемся обновлять. Да, стараемся обновлять по возможности, либо продавать, либо оставлять. Ну да, как бы там максимум 3-4 года. Некоторые у нас, например, есть телевизор, который купили, когда сюда переехали, и у него уже его LED-подсветка один раз накрылась. Я заказал с Китая LED-подсветку, сделал Сам его её полностью, и сделал? он до сих пор работает. Он стоит сейчас в детской комнате у Мии. И дальше отслуживает свою работу. Но на самом деле, которые вот эти современные десятилетние, даже телевизор, он все равно, у него принцип тот же остался, он на жидких кристаллах, он на LED-подсветке, он, в принципе, у него расход небольшой. Самый большой расход это, например, у различных нагревателей электрических для ванны и остального всего. Да. И машинка стиральная, микроволновка. Ну, микроволновка работает кратковременно, в принципе, 1-2 минуты, поэтому тоже там не сильно. Духовка. Духовка, да, духовка мотает хорошо. Да.
Следующий пункт. Лампочки. На самом деле лампочки могут сэкономить вам сотни евро в год. У нас был такой опыт, мы сразу меняем все лампочки, когда переезжаем, если есть такая возможность. Да. И это очень хороший пункт. Все LED-лампочки, они действительно служат намного дольше и намного больше экономят электроэнергию. Да. Ну, у нас, да, всегда, я же говорю, всегда в квартире везде LED стоит уже. У нас нет обычных ламп, я уже давно не видел их, если честно. И у немцев хорошая привычка. Если они выходят из комнаты, они всегда выключают свет. Все, как мама говорила. Они никогда не оставляют свет включенным во всем доме, во всей квартире. У них всегда все очень разумно. То есть вышел свет, вышел из комнаты, не пользуешься светом, выключил свет. Или они используют такие, как затемнители, да, то есть чтобы свет не яркий был, допустим, а приглушенный. Это тоже очень эффективно в данном случае. Так, еще один пункт. Может быть, это уже чересчур, но тем не менее очень интересный. Греть воду правильно. Я нашла такую статистику, что, как думаете, сколько стоит вскипятить 1,5 литра воды в чайнике или в кастрюле? В чайнике стоит 4 цента, а в кастрюле 9. Вот, так что на самом деле, если готовить каждый день, это достаточно ощутимая экономия может быть. Но нашла я этот пункт не потому, что я искала, как сэкономить, да. Для меня важна экономия времени в первую очередь. И в одном из рецептов каких-то я увидела, что сразу там заливаешь кипяток в кастрюле. Я такая, как заливаешь кипяток в кастрюлю? Я сначала жду там 15 минут, пока вода закипит в кастрюле, а потом уже бросаю, что мне там нужно, макароны или еще что-нибудь такое. Вот, на самом деле, если ты кипятишь воду в чайнике, и потом ее уже горячую заливаешь в ту же кастрюлю, ты экономишь море времени. И еще, оказывается, ты экономишь при этом электроэнергию. Но, это оказывается дешевле. Да, но ты сокращаешь срок службы, скорее всего, чайника. Но сколько стоит чайник и сколько можно сэкономить? Чайник не такой уж дорогой. Ну, я не знаю, наш последний стоит, наверное, евро 100-150. Я не знаю, это был подарок от друзей. Да, но даже прошлый наш стоил столько же, он прослужил нам 10 лет. Ну, сомнительно это. Хорошо. Так, следующий у нас пункт. Стирка. Стирка на низких температурах. Многие привыкли, может быть, стирать на 60 градусов, не дай бог на 90, но на самом деле многие вещи отстирываются уже на 40 градусах или 30 градусах. И если сравнить, при стирке на 40 градусах вы экономите практически на 40% меньше электроэнергии. А в нашем случае, когда у нас стирка постоянно всю неделю стоит, начиная отдельно детские вещи, отдельно темные, отдельно цветные, отдельно постельные и так далее, это просто нон-стоп, и в целом на большие семьи, я думаю, это стоит того, чтобы стирать на низких температурах. И к тому же это намного лучше для вашей одежды. Здесь ты ничего не можешь сказать по этому поводу. Я даже не знаю, как машинка включается. Главное, без что я знаю. комментариев оставлю. Так, 9 пункт. Раннее бронирование. Все мы знаем, что немцы очень любят планировать. И планируют они заранее. Заранее это не за 2 месяца, заранее это за 2 года. В этом очень большой плюс. Во-первых, если вы бронируете отпуск, то у вас намного больше вариантов вашего отпуска, больше мест и, соответственно, ниже цена. Это правда. В принципе, немцы не живут одним днем, как мы привыкли это делать. Они всегда все заранее готовят, и этому надо учиться, и это очень помогает в жизни на самом деле. Я не живу уже давно одним днем, как раньше мы делали. У нас все, в принципе, пропланировано, кто когда и куда должен идти, и что делать, и так далее, и тому подобное. И это очень правильно. Да, раннее планирование – это топ и экономит деньги. И раннее планирование дает тебе какую-то стабильность, я бы сказала даже. Вот еще даже один пример, да, тебя недавно сестра Ванина пригласила нас на день рождения. День рождения у нее в октябре. Вот. И уже сейчас мы получили приглашение. И это абсолютно нормально у немцев. Потому что если ты хочешь праздновать, допустим, не дома, ты хочешь праздновать в ресторане, то бронировать все-таки ресторан нужно намного заранее. Ведь даже сейчас, она нам сказала, уже очень сложно было найти место. И еще один пример у нас в школе, как известно в Германии, в школе каникулы не у всех в одно время. В каждой земле каникулы отличаются. Так вот,
В нашей школе нам дали расписание на каникулы уже на следующие 3 года, чтобы родители на 3 года вперед могли распланировать каникулы детей или свой отпуск. Вот настолько они забегают вперед, они не живут одним днем. Следующий пункт – откажись от ненужных услуг. У немцев есть очень хорошая привычка раз в год пересматривать все свои контракты, подписки по телефонам, на различные приложения, на страховки пересматривать. Если где-то они могут перезаключить контракт на более выгодный, либо отказаться от какой-то подписки, которую они не используют, они это делают, чтобы просто не выбрасывать лишние деньги на ветер, то, чем ты не пользуешься. Ну, вообще подписки это прям боль для меня, особенно YouTube Premium. Подписка заключается в том, чтобы вы что-то смотрели, особенно это боль на YouTube, где куча рекламы абсолютно. И сложно с этим соглашаться. И да, у нас минимум подписок, самое минимальное. У нас там есть Amazon, у нас есть YouTube. И YouTube у нас полностью официальный сейчас. Не на этом аккаунте, не скажу на каком другом. Вот, и поэтому у нас прям, да, по минималке, и это то, с чем я сложно соглашаюсь всегда и с трудом отдаю за все эти вещи деньги. А что по поводу контрактов на свет? Ведь мы сначала пересматривали их тоже каждый Ну да, год. сейчас мы просто нашли там контракт, который стоит нормальных денег, и там ради там 5-4 центов уже не хочется заморачиваться и менять. Но дело в том, что когда ты меняешь поставщика, допустим, за свет или за газ, часто новый поставщик предлагает тебе какие-нибудь бонусы, и они могут доходить до 300 евро в год. И поэтому немцы часто заключают каждый год, или смотря на сколько они заключили контракт, минимальный срок, они пересматривают свои контракты, заключаем с новым поставщиком. Даже если у него цена такая же, но он обещает ему там 300 евро премию, допустим. Они соглашаются и на этом получают еще 300 евро, допустим, в год. Так, вот следующий пункт точно для тебя. Заправляться с умом. Ведь все знают, может не все знают, в Германии бензин, цена на бензин каждый день не одна и та же. Она меняется в зависимости от дня, недели, времени суток. Ты наблюдал эту закономерность? Ну да, обычно сейчас я наблюдаю, кстати, наоборот, что с утра дешевле, а вечером дороже. Раньше было наоборот, и раньше было всегда, там, например, вторник или четверг было дешево. Ну, это стало очень сложно следить. Есть приложение для заправки, и я часто по нему смотрю. Но проблема сейчас в другом, что в Констанце мы не заправляемся, потому что здесь в среднем на 16 центов где-то дороже. Если вы заправляете, например, 10 литров, да, то сколько это будет? 1,6 евро. Если вы заправляете там в районе там 50 или 100 литров на 2 машины, то это очень ощутимая стоимость. И поэтому мы не заправляемся в Констанции. И, соответственно, я, если еду в другой город или в Швейцарии мы заправляемся, там дешевле. В целом, тенденция с бензином меня уже порядком утомила, и мы рассматриваем, конечно, вариант покупки электрокара, потому что на энергоносители все-таки дешевле цены. И в среднем вы экономите, и в принципе вы не так будете зависеть от этих скачков нефти и всего остального. И поэтому, да, мы рассматриваем следующую машину электрическую. Мы готовы, да, мириться с проблемами зарядки и всего остального. Но сегодня я наблюдаю, что очень много стало зарядок. Вот даже у нас здесь через дорогу есть. Согласна. На каждой заправке их обязали, на каждой бензиновой заправке иметь электрическую. И, по-моему, какому-то там году их обязали на всех заправках так делать, если заправка хочет дальше работать. И их становится очень много. И, в принципе, вы всегда заправляетесь не с нуля, вы заправляетесь, например, там, с 30%, с 20% до 80%. Я имею в виду, заряжаетесь, да? Да. И поэтому получается так, что вы пошли, кофе попили, либо там в туалет сходили, либо размялись, если вы куда-то в дальнюю дорогу ездите, и у вас обратно ваши там 300 километров есть запаса хода. И в среднем мы, конечно, бронируем, не бронируем, а планируем нашу поездку так, чтобы у нас не было слишком много километров в день, максимум 500. Это опять же потому что
во-первых, у нас маленькие дети, но и для самого человека. Да, самого человека, потому что если вы там едете до 500 километров, вы как-то еще более-менее получаете удовольствие, когда уже едете там 500 плюс, то тогда это просто доездка из пункта А в Б, и начинаю я нервничать, и дети начинают нервничать, потому что они все устают. И поэтому мы такое, конечно, делаем очень редко, если больше 500 километров, если особенно не автобан, и особенно если здесь где-нибудь по горам ехать, то прям здесь, конечно, дороги сложные. И в этом плане, да, электрокар мы рассматриваем в дальнейшем покупки. К тому же сейчас у новых электрокаров запас хода намного больше, чем у первых, когда можно было проехать там 100 километров. Да, в среднем у них, конечно, если, например, брать ту же Теслу, у нее 400-390 километров в холодное время года. Остальные, конечно, поменьше. Но, я же говорю, новые машины, там все равно с этим уже порядок. И по скорости зарядки, и по всему остальному. Хорошо. Следующий пункт. Тот, который немцы очень любят, часто используют. Так называемый Fahrgemeinschaft. Едем вместе, экономим вместе. Можно коротко сказать. Да. Расскажи, что это и сколько можно сэкономить. Это когда вы, например, едете с вашим коллегой по работе, и вы вместе, например, неделю вы, например, я еду на моей машине, вторую неделю на его машине. Но я так никогда не делал за все 11 лет, потому что это всегда проблема, да, то есть мой сосед не живет у меня здесь напротив, это куда-то надо за ним ехать, забирать его, потом он там 1 неделю заболел, ты все равно едешь так, хотя пропланировал по-другому. Но я знаю людей, которые так ездят, и на самом деле экономия огромная, потому что я трачу в среднем 50 евро в неделю на бензин, это в среднем, то есть если вы... Чтобы на работу ездить и обратно. 50 евро в неделю, причем это если на гибридной машине, которая ест там 6 литров, если на другой, например, то уже будет цена это не 50, а, например, 80. И 80 в неделю. И вам надо ездить 4 недели. И если вы будете, например, ездить даже по 50, то 100 евро экономии в году. Сколько это будет? 1200. Уже приличная сумма набегает. Суммы, так если посчитать, конечно, да что это такое 50 там, евро, 100 евро, 150. Если вы посчитаете, сколько это будет в году, то это, конечно, цифра серьезная будет. Даже если взять тот же YouTube, да, который премиум, стоит, например, 13 в месяц, в году уже будет солидная сумма, да, в районе там 150 евро. И так за все. Там 150 за Amazon, 150 и так, и так, и так. Добегают суммы колоссальные. Об этом мы потом еще расскажем. Следующий пункт. Сам себе парикмахер. Я знаю много немцев, мужчин, конечно, в первую очередь, которые не ходят к парикмахеру, они покупают себе машинку для стрижки и стригут себя сами дома. Экономия. Сколько экономия? Вот сейчас цены поднялись после короны, да, допустим, стрижка будет стоить, скажем так, мужская, от 20 до 40, наверное, да, в зависимости от салона. Ну вот и считайте, экономия в год от 250 евро. Ну да, мы когда в Брауншвайге жили, вообще в корону очень сильно все подорожало. И получается, что я раньше стригся за 14 евро, и потом здесь, когда мы переехали, стали стричься 23, это самое дешевое, что я нашел. 23 в Констанце стоит. Хорошая 28, а очень хорошая 35. И поэтому, если 35, то это в году просто космос. И это прям боль. И боль. Но тебя машинкой не подстричь, поэтому на этом мы сэкономить не сможем. Да. Но у меня есть друзья, которые так делают, и я уважаю их за это. Итак, подведем итог. Сначала может показаться, что это все очень мелочно. Без конца выключать розетки, ездить на работу вместе с кем-нибудь, экономить на воде и так далее и тому подобное. Но если посчитать эти суммы не за месяц, а за год, то набегает очень приличная сумма. И на самом деле немцы привыкли так жить. Они живут хорошо не потому, что немного зарабатывают, да, а потому что они грамотно тратят, потому что они умеют распоряжаться своими финансами. Они никогда не будут покупать себе новый брендовый пуховик, если у них уже есть хороший. Они не будут покупать себе
крутую машину, даже если они могут ее себе позволить, если старая у них еще ездит. Немцы не про какие-то понты, не про то, чтобы показывать, что они могут купить себе больше. Они про разумный подход, про экономию ресурсов, про планирование, про составление своего бюджета, исследование ему. Да. Это так и есть, да, и я это понял, когда мы здесь уже пожили, что они, в принципе, не то что экономные, они просто очень правильно распоряжаются своим бюджетом, своими деньгами, они очень дорожат своим временем, и поскольку они им дорожат, они ценят каждую копейку потом, куда и как ее тратить. Поэтому я считаю, экономить не стыдно, экономить разумно и правильно. Да. Так что поделитесь в комментариях, может быть, вы знаете другие способы, в других странах, может быть, кто как экономит или как другие страны, люди в других странах подходят к планированию своего бюджета, к использованию своих средств, денег. И понравилось ли вам наше видео? Да. Всем спасибо. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравились, ставьте дизлайки. Пишите в комментариях, что не понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать все новости самыми первыми. Очень ценим вас. Всем пока. Пока.